Добрый день, дорогие друзья, дорогие зрители моего канала. С вами на связи вновь ваш доктор Куров. Как вы могли заметить сегодня, у нас за окном солнечная погода, а значит это повод поговорить, например, о выборе партнера. Здравствуйте, Вадим Александрович. Подписчиков интересует такой вопрос. Каких партнеров мы выбираем и почему? Перечислите основные психологические факторы, которые влияют на наш выбор. Да если бы кто-нибудь знал это точно, мы могли бы вставить эти данные в компьютер, и 7,5 миллиардов достаточная выборка для того, чтобы не ошибиться. Однако, как оказывается, мы предпочитаем мало полагаться на свою осознанность и охотно доверяем такому сумбурному чувству, как любовь. И существует множество разных теорий, пытающихся нам объяснить, что заставило нас полюбить. Физические свойства, химические, гормональные, влияние подсознания, или заложенного какого-то образа, сходства или противоположности, социальных стереотипов, сфиксированных образов, отражение родительской семьи, архетипы, их характер и прочее, прочее, прочее. Жорже Амадо написал бессмертное произведение под названием «Донна Флора и два ее мужа». Язык вкусный, сюжет увлекательный. Но мы о другом. Флор поначалу ищет мужчину, полную противоположность ее привычному ханжескому и обывательскому кругу. Чтобы сбежать от тираничной матери, выходит за пьяницу и балагуру, которую зовут Гуляк. У нее есть все: веселье, быт, бесконечная ревность, яркий и необычный секс, вечное ожидание мужа после бесконечных пирушек и измен. Но она начинает мечтать о более спокойном и упорядоченном. А вы говорите, что в жизни нет волшебства? Выполнено. Гуляк погибает в пьяной драке. А на его место через некоторое время заступает чинный, благородный и супервнимательный аптекарь. И все бы хорошо. Вроде как мечта воплотилась. Но тот оказался слишком нормативен, сдержан, черст и слаб в постели. И теперь Донна Флор в беспокойных, эротичных снах вспоминает своего безумного Гуляку. Вот бы его к себе в постельку. Бесконечно интересный, чудесно оканчивающийся роман. Сказка есть сказка. И все, конечно, в итоге срастается. А вот в жизни такие случаи волшебных перемен случаются редко. Еще и потому, что мы часто не знаем, чего на самом деле по-настоящему хотим. Или, например, вспомните судьбу второго пилота из суперпопулярного в советское время фильма «Экипаж». Ведь он воплощение того самого идеального мужчины, заботливого, доброго, мужа и отца, много работает, зарабатывает, редко бывает дома, во всем внимательный и предупредительный, любит и заботится о своей жене, думаю, не обижает и в сексе. А жена только и знает, что искать поводы для скандалов и раздражений. А во втором браке с быдловатым и грубым мужиком, не ставящим ее ни в грош, изнывает от любви и счастья. Где она логика и искомые наши с вами закономерности? Оказывается, чем моложе и неопытнее партнер, тем большее значение имеют гормоны, секс, сходство интересов и характеров, красота и тело. Но чем старше и опытнее становятся люди, тем больше придают значение индивидуальным и психологическим качествам партнера. И, безусловно, желаемой эмоциональной составляющей, именуемой любовью, правда, уже мало напоминающей ту на разрыв, как у Ромео и Джульетты. К ним добавляется и здравый смысл, и расчет, и требования к уму, характеру и поведению. Короче, чем опытнее и самодостаточнее становится человек, что многим не по силам в любом возрасте, тем вероятнее, что сначала соискатель должен познать себя, а уж потом под этим познанными личностными особенностями искать и любить свою вторую половинку. Скажете, скучно? Как-то сухо и цинично. А где же романтика? Так как многие этого и избегают, надеются на случайность, химию, музу, амура или бога, то и приход положительного результата может задержаться на годы. А иногда утонуть в никогда.
Как искать себя и, соответственно, подбирать под свое «я» партнера – задача не для 10-минутного ролика. Над этим мы с клиентами трудимся настойчиво и упорно и, конечно, добиваемся своего. Делитесь своими мыслями, вопросами, пожеланиями, комментариями под этим роликом. И если вам будет интересно, с вас лайк. Также подпишитесь на канал. Порекомендуйте его своим друзьям, подпишитесь на телеграм-канал и Яндекс.Дзен, ссылки в описании. И мы с вами сможем сделать эти встречи еще чаще и поговорим о множестве путей выхода из самых разных затруднительных ситуаций с тем, чтобы делать более решительные шаги навстречу своему будущему. Будем снова учиться брать судьбу за жабры и ни за что ее не отпускать. До новых встреч! С вами был архитектор судеб, ваш доктор Куров.